Эдвард Нигма, он же Загадочник, является одним из самых грозных врагов Бэтмена. Но как он изменился за все эти годы? Давайте погрузимся в его экранную эволюцию и узнаем это в анимации. В первом появлении в фильме «Бэтмен» 1966 года Загадочник облачился в свой фирменный зеленый костюм с гигантской эмблемой в виде вопросительного знака, мелкими знаками на манжетах и ногах, а также трусами поверх трико. К нему прилагается фиолетовый пояс, перчатки и маска для глаз. Иногда он надевает забрызганный вопросительными знаками парадный костюм с черной шляпой-котелком, а также редко встречающийся клетчатый и розовый ансамбль. Временами он также носит усы, он выглядит неузнаваемым и пользуется тростью. Этот Загадочник обожает переодеваться, когда ему предоставляется такая возможность. Но серьезно, он переодевается постоянно. Этот любитель головоломок и маньяк, ненавидящий Бэтмена, снова появится в более насыщенном костюме с вопросительными знаками в легенде о супергероях. Его основной дизайн 1966 года вдохновило его появление в мультфильмах «Бэтмен / Супермен. Супер друзья». Хотя во вступительных титрах новых приключений Бэтмена показан розово-желтый костюм Загадочника, но это не важно, потому что его первоначальный облик будет постоянно воссоздаваться в современных СМИ, включая «Храбрый и смелый», «Под красным колпаком» и «Возвращение рыцарей в масках». В анимационной вселенной DC программист Эдвард Нигма носит более достойный костюм с темными брюками, белыми акцентами и фирменным знаком вопроса на галстуке. Позже он сменил этот образ на светло-зеленый комбинезон, подводку для глаз и полностью обритую голову. В фильме «Бэтмен навсегда» Нигма одет в зеленый костюм с крапинками вопросительного знака, накрасил глаза и покрасил волосы в рыжий цвет. Он сочетает его с соответствующим пиджаком с отложным воротником, а также одевает одежду для отдыха с подсветкой и белый комбинезон со стразами и дьявольской прической. Этот Загадочник изобретает машину, которая использует знания других людей, но когда Бэтмен разрушает ее, разум Загадочника превращается в желе. В сериале «Бэтмен» 2004 года представлен длинноволосый Нигма. Его костюм обнажает руки и плечи, и он носит макияж в стиле гот, макияж, соответствующий его внутреннему отчаянию. Чтобы осовременить свой облик, Загадочник из юных Лиг Справедливости одет в простой зеленый пиджак, у него рука в одной перчатке, вопросительные знаки искусно спрятаны по всему костюму, а его обычная маска для глаз сменена на очки с зеленым оттенком, плюс у него очень большие бакенбарды. Загадочник из «Нападения на Аркхема», как и его первоначальный образ из вселенной DC, имеет более упрощенный костюм, в котором его отличает от того Загадочника только золотой вопросительный знак на галстуке и шляпа-котелок. В сериале «Готэм» Эдвард Нигма — ботаник-криминалист с раздвоением личности, которое в конце концов взяло вверх. Большую часть сериала он носит элегантный зеленый брючный костюм и иногда прическу в стиле эмо. В конце концов, он надевает плащ с несовпадающими вопросительными знаками в паре с комбинезоном с крупным рисунком. И в отличие от Джокера и Харли Квинн из Готэма, он действительно носит свое каноничное имя. В онлайн-сериальчике DC «Девчонки-супергерои» изображен щеголоватый молодой Нигма, демонстрирующий модный галстук-бабочку. Он оказывается влюблен в Бэт-девушку, но этот Ромео-загадочник будет отложен в сторону ради стилизованного образа 66-го года в официальном сериале. Загадочник из Лиги Справедливости Экшен выглядит как комбинация обоих образов из вселенной DC, хотя единственный видимый знак препинания находится на его трости в форме вопросительного знака. В мультсериале «Бэтмен Тихо» у Загадочника на голове появляется шрам от хирургической операции в виде вопросительного знака. А позже он погружается в яму Лазаря, в результате чего его глаза становятся красными, а кожа бледной и покрывается прожилками. Этот Нигма устал от того, что над ним постоянно смеются, как над Загадочником, поэтому он инкогнито переодевается в коричневую куртку с завернутой головой мумии и берет псевдоним Хаш. У Загадочника из шоу Харли Квинн татуировка в виде вопросительного знака на лбу и трость, стреляющая электричеством. Позже он становится более пухлым и надевает откровенный купальник с розовыми кроссовками. В фильме «Бэтмен» 2022 года Эдвард Нэштон носит военные ботинки и безразмерную зеленую куртку с нарисованным символом вопросительного знака. Он также обмотан целлофаном вокруг головы, а сверху надета зимняя боевая маска с очками. Этот Загадочник вдохновлен борьбой Бэтмена с преступностью, чтобы начать серийное убийство против коррумпированной элиты Готэма. Но как бы вы его ни расшифровали, он сильно отличается от вопросительных квипстеров, которые были до него. Анимация официально дублирована каналом «Расскажи, это анимировано». Ставьте лайки, подписывайтесь, а также не забудьте подписаться на английский оригинал Tell It Animated по ссылке в описании или в закрепленном комментарии.